Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Канал базируется по-прежнему в городе Измаил, это юг Украины, юг Одесской области. И я сегодня буду отвечать на ваши вопросы, которые связаны с растениями томатов. У многих есть вопросы, связанные именно с тем, что не завязываются плоды, очень много зеленых листьев. И, естественно, даже есть такие, что не завязываются цветочки. Вот они разные есть. Ну, я вам просто нахожусь сейчас в своей теплице. И вот они уже начинают зреть. И сейчас буду отвечать на все вопросы. Я их вот так скомпоновала, ваши вопросы, и отвечаю. Ну, во-первых, жаркие регионы, не только жаркие регионы, а это и тепличники других регионов, мне рассказывают, что календари для поливов не подходят, они поливают каждый день, потому что жарко. Естественно, частые поливы приводят к тому, что формируется большая зеленая масса, большое количество зеленых листьев. И не только листьев, это и пасынки, а на пасынках новые пасынки. И вот такое удовольствие растения себе получают, когда их часто поливают, и не требуют от них, чтобы они завязывали плоды и формировали эти плоды. Хотя они созданы для того, чтобы нас радовать плодами. Итак, первая проблема, пожалуйста, для томатов. Это не огурцы, это томаты. Даже в сильно жаркую погоду мы поливаем всего один раз. Один раз в неделю. И то выбираем только день, когда растения пьют хорошо воду. Это время может быть земли или стихии воды. А у нас есть календари на каждый месяц, так что открывайте плейлист «Лунный календарь», в данном случае сейчас на июнь, и вы увидите, когда хорошо поливать. Потому что поливы, допустим, в дни плода, они не дают пользу, они просто-напросто, растения в это время заняты другим. И вот эти поливы бесполезны, они не дают пользу. Ну, а поливать в дни стихии воздуха, это дни цветка, это вообще опасно, потому что корни растений начнут загнивать, и растения потихонечку могут погибнуть. Далее, очень многие, это начинающие в основном, мне пишут: вот мы уже и это удобрение им, этим помидорам полили, и этого им дали, и этого дали. Что посоветуете еще дать? А ничего я не советую чего-то дать. Кстати, у нас есть в плейлисте «Томаты. Секреты успешного выращивания». И там мы показываем, что не только вот давать нужно сейчас им какие-то удобрения, питания, а нужно подготовить почву основательную и потом не закармливать их. Закармливание не приведет к хорошему результату, к сожалению. Поэтому здесь минимум должно быть подкормок. Нужно давать возможность растениям, чтобы они использовали то, что есть в земле, и старались выполнить свою задачу. А они пришли сюда, на землю, нам помочь вырастить плоды. И вот эти питательные витаминные плоды должны пойти к нам для здоровья, на наше питание. Поэтому, пожалуйста, с удобрениями минимум удобрений и только нужные дозы, не переборщайте, потому что есть те, кто любит вообще насыпать всего подряд, налить сверху и водой залить, и думают, что это будет польза. Да нет, пользы не будет, будет только жирование. А что такое жирование? А это образование огромного количества листьев, пасынков и стебли вот растут вверх. Ну, в данном случае у нас растут вверх, но и формируют плоды. Это самое главное. Очень плохо, когда высаживаются томаты очень близко друг к дружке. Вот смотрите, у нас видно здесь разные сроки посадки. Посередине тут вот больше чуть-чуть метра между растениями и между рядами. И между растениями 50 сантиметров. И то, вот видите, 50 сантиметров. И то вот эти большие листья, они настолько вот даже смыкаются, приходится их обрезать. Вот таким образом вот с ними приходится работать.
постоянно вот они загущают наши посадки. Поэтому очень важно, следующий пункт. Кроме загущенных посадок, не проводятся зеленые операции. Очень многие сейчас, какая-то мода пошла, рассказывают о том, что нельзя ни в коем случае обрезать листья у томатов, особенно нижние. Еще раз говорю о листьях. Листья служат, это мнение старого мудрого агронома, его уже нет на земле, он мне говорил: запомни, лист служит, вот, для растения томатный лист служит ровно месяц. Затем он становится уже дряхлым старичком, и ему нужна помощь, и он не может выполнять те функции, которые должен выполнять молодой лист. Поэтому нужно проводить зеленые операции, обрезать нижние листья, обрезать все время пасынки и следить за тем, чтобы было вот следующий момент — сквозняк. Высокая влажность в теплице тоже создает вот эту загущенность растения. Кстати, сначала жарко, потом холодно. Это тоже, эти перепады тоже плохо влияют на растения томатов. И тоже жируют. Для огурцов, да, это хорошо. Но вот они у нас вместе живут. Мы стараемся создать так условия, чтобы всем хорошо было. Ну что, по томатам я ответила на те вопросы, мнения. Благодарю, вы рассказываете, что вы делаете, когда вы делаете и почему вы так делаете. Вот. И, конечно, этот год очень сложный, почва была холодная. Кстати, до сих пор она еще не прогрелась. Я вот жду, когда на зизифусе, это китайский финик, начинают раскрываться цветочки, вот тогда финик реагирует очень хорошо на именно на тепло. Как почва прогревается, вот тогда он начинает цвести. Вот в тот момент я вот жду, когда уже можно будет замульчировать, потому что и корни, смотрите, там наверху везде. Вот, поливы мы проводим раз в неделю, и только в благоприятные дни, и небольшими пока дозами. Когда уже будет очень жарко, замульчировано будет, и мы будем теплой водой, кстати, теплая вода, ни в коем случае холодной водой не поливайте, потому что это приведет к заболеваниям помидоров. Я ответила на вопросы, почему томаты не формируют плоды, даже у некоторых нет цветочков, и почему они не завязывают. Ну, а для того, чтобы завязывали, кроме вот этих всех агроприемов, о которых мы говорили, еще нужно обязательно использовать то ли молочный коктейль, где есть борная кислота, или же бор. Это обязательное условие. Бор дает возможность формировать вот эти прекрасные плоды, которые потом превратятся в большие вкусные помидоры. Мы прощаемся с вами, а мы, это Раиса Горяченко, Александр Волик, желаем вам удачи, всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.